немножко с таким носом поднятым, типа, что модельная, да я певица, оперная. А что, модель для тебя был по легкомысленным чем-то? Я все время пыталась доказать, что я нет, я буду оперной певицей. Я записала им self-tape, и они, наверное, 2 месяца, мне кажется, не отвечали. Я пошла услышать нет, и я получила нет. Все продается. Это была моя ошибка. Я очень долго не относилась к этому как к бизнесу. Если ты пройдешься через каждое это агентство, и тебе все, никто тебя не подпишет, тогда окей, можешь сдаваться. Стеснительность очень часто рассматривалась высокомерно. Конкуренция все-таки выросла. Прикинь, я среди них. Друзья, всем привет! Меня зовут Лена Плотникова, и вы на моем YouTube-канале, где обычно я показываю бизнес и профессию русскоговорящих ребят в Америке, делаю выпуски о развитии личности. И сегодня я хочу снова поговорить о модельном бизнесе, поскольку вы понимаете, что Лос-Анджелес – это место, в котором эта профессия очень распространена. И сегодня моей гостьей станет Кристина Минисова, модель, обладательница титула «Мисс Вселенная 2022». Кристина работала с такими брендами, как Шапар, Cartier, Balmain, Yves Saint Laurent и другими. В 2021 году Кристина появилась на обложке Эль Арабия и мексиканского Vogue. Как она это сделала? Что это? Удача, связи или талант? И главное, как в модельном бизнесе сегодня развиваться вновь прибывшим иммигрантам? Но прежде чем мы ответим на все эти вопросы, подписывайтесь на этот канал, на мой инстаграм, на мой личный телеграм-канал. И я буду вам очень благодарна, если вы меня поддержите с помощью сервисов Patreon и Boosty. Patreon вы можете использовать, если вы находитесь не в России, а Boosty, если вы находитесь в России. Все ссылки я оставлю в описании. Ну а теперь поехали! Кристин, привет! Привет. Я уже неоднократно снимаю выпуски о том, как стать моделью, о модельном бизнесе. И почему я это делаю, я объясню тоже и тебе, и зрителям, потому что историй успешных не так много, которые я здесь вижу, русскоговорящих девушек. Очень много девчонок и парней, которые пытаются пробиться в моделинг, вот моих знакомых, например, но у которых очень мало съемок, либо они бесплатные, либо они просто для своего портфолио собирают, но пробиться именно, работать с брендами, работать где-то в коммерции и так далее, достаточно сложно. И ты еще один пример успешный, который я хочу взять, чтобы показать, как это сделать пошагово. У тебя очень такой хороший, сильный кейс, говорят здесь. Поэтому мне важно собирать по крупинкам со всех девчонок, кто уже добился, чтобы общую картину иметь, как же все-таки это делается. Давай начнем сначала. Как вообще ты пришла в моделинг? Потому что сейчас, как я понимаю, это твоя основная профессия, твой основной заработок, вообще позиционирование твое. Да. Так, начнем очень давно. В Казахстане я тоже подрабатывала моделью, но для меня это никогда не было ничем серьезным. Это были смешные... Нельзя говорить про деньги смешные, но это были такие деньги, которых я даже не воспринимала, что это может быть карьерой. И поэтому я так просто к этому относилась, что будет весело. Ой, какой-то Fashion Week, ну ладно, классно, за $20 походим, классно, фоточки будут хорошие. Да, а потом я еще училась в консерватории на оперном отделении, и вообще это... немножко с таким носом поднятым, типа, что модельная, да я певица, оперная. Но потом я приехала сюда, после Италии. Подожди, получается, я немножко задержусь. Смотри, ты пробовала себя в Казахстане, так или иначе, в моделинге, но считала, что это баловство какое-то, типа, да. Что-то подработаю, типа, там платят, прикольно, посмотрю, как это все происходит, да, еще что-то заработаю. Да, но я к этому серьезно не относилась, у меня вообще были другие мечты, другая профессия. А что, моделинг для тебя был по легкомысленным чем-то? Или да, легкомысленным, конечно. Что, мне все педагоги в консерватории говорили, что вот твои модельные штучки эти. Я все время пыталась доказать, что я буду оперной певицей. И я докажу вам, я буду в оперном. И не только потому, что потому что очень часто были какие-то такие боли, которых они там часто говорили, типа, да тебе иди будь моделью, зачем ты пришла к нам в консерваторию петь? Вот. И поэтому, да, я все хотела доказать, что я буду хорошей певицей и вообще модельная. Типа, что это просто так на стороне. Еще и оперная певица, знаешь, не просто поп какая-то артистка, прям ты... Хотела быть, да, оперной певицей, но... Отучилась я в Италии, тоже на оперном отделении. В Италии я вообще не пробовала моделить, несмотря на то, что мне все говорили, типа, вот в Италии... Там тоже индустрия развита. Да, очень развитая индустрия. Я в Италии, я уже была, я взяла за свою оперную карьеру серьезной, я не хотела
отвлекаться от этого, и поэтому я не ходила там, не искала ни себе, ни агентства, ничего. Но в итоге моя серьезность закончилась тем, что я влюбилась и решила рожать ребенка. Пока я рожала ребенка, я переехала в Штаты, родила ребенка в Штатах уже. И вот через год после этого, как бы пришел момент, что уже ребенку год, и потихоньку я со всех сторон начала слышать, почему бы тебе не попробовать быть моделью, почему бы не попробовать быть моделью. И для меня модельная было больше такой вариант работы, как самый логичный. Потому что я вот просто не могла понять, как это мне пойти работать где-то за $18 и отдать нянечке 15. И типа, и что, я только за разницу $3 буду работать, и поэтому я просто не работала. Я просто очень гениально это было, и такая... Ну вот поэтому... Модели не такие они как бы. Да, типа, или, пожалуйста, мне хорошо, или я ж мать. Тогда я говорю, буду лучше сидеть дома с ребенком. Но уже подходил момент, когда все сейвинги закончились, в Казахстане уже продали мне машину мою, и просто я потратила все, что могла, залезла по всем кредиткам, и уже все, я не могла больше сидеть дома. Но я все понимала, что я не могу найти работу, которая покроет мне нянечку и оставит мне деньги. И на самом деле модельное было более, наверное, таким более логичным решением. Но было очень страшно туда идти, потому что я приехала сюда, у меня была разбита просто моя самооценка вдребезги. Я вообще не верила в себя. Я думала, что я уже на тот момент старая. Я так и говорила. Вышедшая в тираж, да, как раньше говорили? Я так и говорила. Я говорила, типа, что? Ну я же не могу начать в 23 года. Вот. Ну, мои подписчики, я делилась потихонечку с этим в Инстаграме, то, что типа вот, ну, типа страшно, и вообще что делать, помогите с работы. Я была в таком немножко ноющем состоянии, что я ныла, всем ныла. Такая прям жертва, да? Жертвенная жертва такая. Но благодаря этой жертвенной жертве у меня были такие люди, которые вообще их не знала, и они мне просто начали говорить, а почему ты не попробуешь пойти в модельное агентство? Я говорю, да кому там я нужна? Ну, сходи, ну ладно. Сходила, я помню, было Minnow и Next. Это популярное агентство здесь? Да, это очень популярное агентство, топ-агентство. Я просто пришла, но я пошла услышать нет, и я получила нет. То есть как, знаете, как я пришла? У меня не было ни диджиталс хороших с собой, у меня не было портфолио, я как-то даже не собрала ничего. Я просто пришла на open call. Я даже не писала им до этого, да, типа я просто вот такая, пришла. А что такое open call? Давай объясним. Да, open call сейчас после ковида уже нету такого лакшери, как open call. К сожалению, сейчас надо точно делать аппоинтменты, писать имейлы. Может, какие-то агентства предоставляют еще open call, но я давно не видела и не слышала. Open call — это когда ты просто приходишь там в определенный день, по вторникам в 4 часа дня, например, и все подряд могут заходить. Ну, это очень удобно, реально, слушай, можно не заморачиваться, да, ты красиво сегодня выглядишь и можешь себя как-то преподнести, они могут тебя заметить, даже если у тебя нет профессиональных фоток. Да, это, конечно, удобно, потому что у тебя будет шанс, на самом деле, с ними поговорить. Вот, и я зашла на пару таких open call'ов, ничего не услышала и ушла, все. Типа, я говорю, все, я попробовала, вот видели, да? Потом все-таки больше людей от того, что я поделилась этой историей, больше людей написали, нет, попробуй еще, сходи в LA Models. А в LA Models я услышала более конструктивную критику, то есть это не было просто молчание, они сказали, в принципе, хорошо, но у тебя портфолио, типа, ты даже его не собрала, ты даже его ни в кучу не собрала, типа, что показывает твою несерьезность. Типа, когда будешь об этом серьезно, приходи, поговорим. Тогда я первый раз задумалась, все-таки, может стоит что-то начать делать нормально и отнестись к этому как к бизнесу, потому что на самом деле, мне кажется, вот в чем ошибка. По крайней мере, это была моя ошибка. Я очень долго не относилась к этому как к бизнесу. Я не хотела инвестировать. Почему? Как? Что? Зачем? То есть не хотела инвестировать... Не всегда это деньги, это время. То есть иногда ты инвестируешь временем. Если надо сделать какую-то там проходку на Fashion Week, да, потому что там дизайнер заметил, и может это будет какая-то коллаборация, окей, но не забудь одну вещь. Если ты уже решила столько инвестировать, инвестируй до конца. Вот если ты пришла, и ты отработала это бесплатно, хотя бы получи свой payback. Если говорят об exposure, так, пожалуйста, останься там до конца, вот следующих 45 минут после шоу. И познакомься со всеми. Put yourself together, да, типа, какой бы ты уставший ни была, какой бы тяжелый день ни был, иди, начинай со всеми разговаривать, распечатай свои карты, начинай их раздавать, даже если нет агентства.
Но очень многие, да, не относятся к этому как к бизнесу, относятся к этому как к работе. Слушай, для меня уже попасть на фэшн-шоу, ну, ты же просто так туда не попадешь. Все равно ты уже должен какое-то портфолио иметь, быть либо с каким-то агентом, либо с каким-то агентством, либо уже просто, не знаю, быть инфлюенсером в Инстаграме хотя бы, набрать аудиторию, чтобы тебя туда позвали. Разве нет? Просто... Да. Да, как бы на самом деле на некоторые фэшн-шоу можно попасть даже как бы точно так же, просто потому что кастинги перед Fashion Week проходят, особенно в последние дни, проходят, в принципе, чуть ли не открыто для всех, потому что, знаешь, очень многие модели уже заняты, очень многие модели просто уже не хотят это делать там, через несколько лет там, за определенную сумму. И то есть Fashion Week это обычно для новичков, но по большей части. То есть есть разные уровни, вот так скажу. Есть, конечно, Fashion Week, например, в том же Нью-Йорке, да, возьмем это, я их обычно делю просто на A, B, C, да, типа возьмем A, это как бы бренды, которые мы знаем, да, там, например, Versace и так далее, но на такие, да, типа такое точно для новичков, на такие кастинги прошли, конечно, за 1,5 месяца до Fashion Week, и они уже как бы 1,5 месяца. Ирина Шейк где-то там выходит. Да, ну, нет, и даже и есть кастинги, типа, для моделей, которые начинают, но они были просто 1,5 месяца до Fashion Week. Теперь же, чем ближе кастинг к Fashion Week, тем можно понимать, насколько уровень как бы этого шоу. Но на самом деле ведь для своего портфолио, для своего опыта можно на самом деле и вложиться временем, и пойти и отработать эту проходку бесплатно. То есть пойти на этот кастинг и отработать эту проходку бесплатно. Но не относиться к этому как к работе. Относиться к этому как к инвестицию времени. То есть если ты отработал эту проходку бесплатно, то дальше ты не забудь, пожалуйста, остаться еще на этих, сколько там нужно будет времени. Час, 1,5, 2. Ведь ты же уже потратила 6, 7, 8 часов побыть там. Тогда жми. Это точно так же, как в спортзале. Еще вот этих последних, самых сложных усилий, они делают так, что попа будет расти. Поэтому вы видели, что у меня попа не растет. Потому что я не доделывала эти последние шаги очень долгое время. Вот. И если относиться к модельному как к бизнесу, инвестировать в это свое время, быть своим менеджером, садиться, значит, каждый день и открывать и думать, а что я могу сделать сегодня лучше? Отправить, может, новые фотографии своему агенту или попытаться найти себе бесплатные фотосъемки, но не с позиции, опять же, работника, а с позиции креатора, да, точно так же. Подумать, какой же съемки мне не хватает. Значит, если мы разговариваем с фотографом, мы говорим, окей, давайте посмотрим, какая мне съемка нужна. Вот это нужно мне, вот это нужно вам. Я знаю, что это коллаборация. Коллаборация значит что? Что мы все выходим с тем, что нам надо. Как, давайте вот вам сделаем вот такую съемку, которая вам нужна. Вы мне предоставляете вот такие кадры столько. Это все не боимся обговаривать. И потом, самое главное, когда все это пришло, мы не боимся это точнее, мы выделяем время и там отправляем в агентство. Ну давай вспомним опять, да, вот ты пришла, получается, в LA Fashion? Нет, не в LA, как да, в LA Models. Да, получается, вернемся назад. Ты пришла в LA Models, тебе они сказали в целом неплохо, но, пожалуйста, серьезнее относитесь. Что ты дальше делала с этим? Я чуть-чуть посидела в жертве, а потом мне прислали подписчик с Инстаграма, сказал, ну-ка дай свой имейл. Я так еще подозрительно ко всему относилась, зачем тебе мой имейл? Такой, да дай свой имейл, тебе я хочу прислать все агентства. Короче, кое-как я дала свой имейл со своими trust issues. И он мне прислал огромный список всех агентств в Лос-Анджелесе. И он сказал, вот пока вот, если ты пройдешься через каждое это агентство, и тебе все, никто тебе не подпишет, тогда окей, можешь сдаваться. А так, вот у тебя, смотри, сколько еще. И я пошла потихонечку по алфавиту, и на букве А меня уже подписали. Что это было за агентство тогда? Aston Models, и я до сих пор с ними, я очень такой лоял человек в этом плане, если я начала с ними работать, и они в меня поверили, то меня все устраивает, они меня, держат в бизе, и я хочу, чтобы мы вместе росли. Как это было? Что ты пришла, как ты себя вела? Что у тебя уже было на руках к этому времени? Или ты так же, как в предыдущее агентство, пришла без ничего? Ну да, я уже распечатала пару фотографий, распечатала и положила их в папку, и я просто точно так же, я не писала имейл, мне не хотелось. Я точно так же пришла на open call, пришла, они со мной поговорили, посмотрели, сказали, окей, давай назначим интервью. Я говорю, это что, не интервью? И они такие, мы тебе напишем e-mail. Вот. И потом они написали e-mail, через неделю я поехала, было интервью, и уже, в принципе, мы сразу подписали документы. Но на самом деле найти агентство это только полшага таких, да, первых, которые после этого, на самом деле, у многих людей бывает ступор, потому что вот агентство, теперь давайте посмотрим на вас, посмотрим на их сторону. Как агент,
к вам приходит новая девушка. И вы на самом деле excited, потому что все, вы, значит, в нее поверили, типа, все, она точно будет букать. Вот она будет букать. То есть это же их деньги. Это же их деньги, да. Они начинают отправлять на кастинги, но проходит время, если ты не смогла забукать, и на самом деле вначале как бы, да, сложно, если там селф-тейп, начинаешь нервничать, приходишь на кастинги, они начинают отправлять, но там, знаешь, если какое-то время, уже 3 месяца, и ты ничего никак не получается забукать, и иногда такое случается, они не то, чтобы теряют интерес, у них просто получается такой момент, что пришла, наверное, скорее всего, новая девочка, которая они сейчас excited, и они начали ее букать чаще, а ты уже после нее идешь в очереди. И это на самом деле про человеческие отношения. Ведь нужно просто поддерживать человеческие отношения. Такие легкие моменты, как кексики, я всегда говорю. Типа всем девочкам-моделям приходишь и приносишь кексики. И говоришь: здрасте, всем, как дела? Вот кексики, давайте просто пришла в гости. И на самом деле раз они про тебя вспомнили. И на самом деле уже они такие: о, так точно, давно же Кристину никуда не отправляли. Или там прийти, обновить Digitals. Или же даже если отправили на кастинг, все, кастинг хорошо прошло, написать смс-ку: блин, спасибо большое, такой хороший кастинг, такое хорошее предчувствие. И даже, или же нет, типа, блин, что-то не так. Тут уже просто именно простые какие-то, знаешь, типа уроки вежливости. И мне кажется, вот если поддерживать вот эти уроки вежливости, да, которые какие-то простые шаги, то на самом деле ты будешь у них на радаре, они будут про тебя помнить, они будут excited продолжать, чтобы и не будут забывать, как бы, знаешь, что просто надо... Иногда это просто бывает как бы такой человеческий фактор, что кто-то был ближе по памяти, чем ты. На самом деле у меня даже такое было похожая история. У меня много мейкап-артистов, с кем я работаю, да, и мне пишет знакомая, она только приехала в Лос-Анджелес, и она мне вот несколько дней подряд писала, типа, просто как бы мы поддерживали связи, как дела, и тут мне как раз от того, что она у меня впереди всех стоит, от того, что я только с ней в последнее время, 3 дня общаюсь в Инстаграме, и мне пишет, типа, вот такая съемка, платная работа, вот ты будешь моделью, и, типа, если мейкап-артист, с которым ты хотела поработать, вот у нас тоже бюджет есть. И я, на самом деле, просто автоматически ее скинула. Потом я, честно, подумала, типа, интересно, почему я ее скинула? Ведь, на самом деле, я же до этого работала, с большим количеством мейкап-артистов, которые тоже в хороших отношениях. Просто потому, что она была впереди моей памяти. Мне интересно, смотри, хорошо, если, например, тебе не присылают уже давно что-то, ты можешь им написать, почему мне не присылаете? Или это будет считаться невежливым, если ты постучишься, спросишь, почему? Как ты иначе о себе напомнишь еще? Кексики? Сейчас? Хорошо, сейчас они нас... Кексики всегда хороший вариант. Ты же не можешь без повода прийти? Можно, я же принесла кексики. Просто вот проходила мимо и решила вам принести кексики. Эти кексики стоят в Ральсе, $4, $5. Такая, это же инвестиция. Ты берешь, приносишь кексики, или идешь в Starbucks и покупаешь всем кофе. Говоришь: даже не с претензией к ним заходишь, что это вы на меня не букаете, не присылаете мне даже ничего. Я вообще с вами подписана, вы что за агентство такое? Да, просто приходишь и говоришь, типа, вот что-то я о вас подумала, типа, вот кексики, как дела? Ой, давайте, и они сразу, на самом деле, просто такие человеческие даже: ой, а давай тебе обновим Digitals, и они сразу, обычно, не знаю, я сколько раз я не заходила в свое агентство, даже было пару раз, когда я не хотела делать Digitals, они все равно делали мои Digitals. Что это такое? Давай объясним для тех, кто не понимает. Digitals или Snapshots — это фотографии очень натуральные, как ты выглядишь сейчас, потому что понятно, что мы все меняемся, и портфолио у нас тоже может быть немножко подфотошоплено, у кого-то это может быть даже профейсаплено, так что нужно всегда Digitals, и они всегда, типа, все агентства делают Digitals или на Auditions, или на кастинге тоже очень часто как бы просят. Это когда у тебя нет мейкапа, когда ты в обычной белой какой-то майке, рубашке. Да, и все, или просто купальник, если это swim week. Вот, посмотреть просто, как ты выглядишь. Вот у меня были такие периоды, когда я приносила кексики и вообще не хотела делать никакие диджиталс, а они мне все равно, типа, да ладно, нормально, хорошо выглядишь, давай сделаем все диджиталс. Я же выгляжу лучше, чем обычно. Точнее, сегодня я выгляжу хуже, чем обычно. Я думала, что как это происходит, то есть они получают какой-то заказ, и они ищут кого отправить в своего агентства, они рассылают всем, например, моделям, которые у них есть. И там модели, если они видят этот заказ, они такие: окей, интересно, я хочу пойти на этот кастинг, делают потом акцепт, соглашаются и идут, например, на кастинг, если их выбрали. Или они присылают, получается, не всем. Нет, по твоим рассказам, да? Просто ты можешь, возможно, это же не гарантия, что ты получишь работу. Это просто возможность тебе пойти на какой-то кастинг, узнать о каком-то кастинге. Да. Просто иногда, на самом деле, и как я это поняла, то, что не всем присылают, это когда ты в хороших отношениях с другими моделями тоже, ты с ними разговариваешь, и ты с ними общаешься, и если ты поддерживаешь хорошие отношения,
то, естественно, скорее всего, там, ты услышишь, кто идет на кастинг, или просто поймешь, и точно так же можно без претензий сказать, ой, и никогда не бросаем другую модель под поезд, да, то есть мы не говорим, а мне тут девочка сказала, что она вообще-то пошла на кастинг, а вообще про меня вообще забыли. Ну, мы можем там сказать, типа, ой, а, кстати, я бы так хотела поработать с этим брендом. Можно такой email, да, написать, но не с претензией, потому что никто никому ничего не должен. В агентстве, как бы, даже в эксклюзив агентстве у них есть обязательство, конечно, отправлять тебя на кастинги, но как бы если они посчитали, что, может быть, ты не подходишь на эту роль, потому что... Они всегда найдут, как объяснить, да? Да, потому что на кастингах всегда там расписано, да, нам нужна вот девочка вот такой внешности, там, с такими глазами, с такими фичерс. И вот они могут подумать о тебе, а могут просто даже по-человечески забыть. Или даже если они отправят, например, иногда какие-то кастинги, например, отправляют даже просто как package. Или могут, если они очень у тебя хорошие отношения, они иногда могут тебе засунуть в пакетч, к которому ты на самом деле не до конца бы подходила. То есть, например, нужна была просто брюнетка, ну, то есть просто брюнетка это не я, да, типа. А я иногда видела, что меня там закидывали в пакетч такие, типа, it's okay, после кексиков, кстати. Типа, it's okay, нормально, давайте я тоже закинем в этот пакетч. Кто знает, типа, ну, тут брюнетка же брюнетка. Я говорю, ну, я же, типа, не not typical. It's okay, давай, типа. Кексики всегда работают. Смотри, а когда ты подписалась с первым контрактом, с первым агентством контракт, ты могла идти в другие агентства подписывать? Или все, они тебя первые взяли, и ты не имеешь права еще с кем-то работать? Это зависит. Как бы есть эксклюзив контракты, есть non-эксклюзив. Даже с эксклюзив контрактом ты можешь иметь другое агентство в другом городе. То есть у меня в Лос-Анджелесе одно агентство, а в Оранж-Каунти у меня уже другое агентство. Да ладно. Да, то есть так можно. Теперь там у меня есть агентство в Лас-Вегасе, в Сан-Франциско и так далее, да. То есть, но точно так же может быть, например, non-эксклюзив. Минусы non-эксклюзив. Они, скорее всего, будут отправлять девочек первее, те, которые эксклюзив, потому что они понимают, что те девочки не могут себе найти работу сами, потому что они как бы привязаны к ним. Но плюсы на эксклюзив, если ты знаешь, что ты, например, очень хорошо общаешься с людьми, у тебя хорошая там социальная сеть, очень раскачанная, и то, что ты можешь, в принципе, какие-то работы брать себе, и зачем отдавать проценты, если я могла бы все это сама делать, то тогда, наверное, все-таки хороший вариант идти non-эксклюзив. Потому что тогда ты будешь получать работу с этого агентства, возможно, ты еще заодно подпишешь еще один non-эксклюзив контракт с другим агентством, ты будешь сама фрилансить потихоньку. И вот так тоже. То есть эксклюзив, мне кажется, особенно с большим агентством, эксклюзив может быть на самом деле очень тяжелым, потому что если они, особенно как бы, ну, по крайней мере, что я слышала, вот так скажу, я не знаю, но что я слышала. Ходят слухи. Да, ходят слухи. В больших агентствах, если у них всегда есть свои большие звезды. Да. И если ты не у них на радаре постоянно, у тебя пока не получается с ними такие хорошие отношения, то, скорее всего, ты будешь висеть с ними, они даже тебя не будут отправлять на эти кастинги, на эти аудишн. И вот такие моменты, но ты не можешь ни с кем больше работать, потому что обычно большие агентства, не любят non-эксклюзив, они обычно только... Они что, в суд на тебя могут подать, да, если ты с кем-то начинаешь работать другим? Как бы такая практика очень редкая. На самом деле, они могут подать в суд, если ты, конечно, забукаешь себе там рекламу за $100-150 тысяч, чтобы это было как бы оправдано, да. Ну, они тебя, скорее всего, просто очень молча дропнут. Типа, и все, они как бы даже ничего не скажут, ты будешь даже не знать. Типа, в один момент ты просто будешь проверять их сайт и поймешь, что типа, здрасте, а я что, больше не с вами, и все. И они как бы обычно не устраивают никаких там драматических моментов. Но что обидно, да, типа, они не excited по поводу тебя, они тебя не букают, не отправляют на работы, но при этом ты не можешь ничего себе находить отдельно от них. И как бы вот в такой ситуации сидеть иногда, наверное, стоит подумать и обдумать, стоит, типа, выгодно ли оно быть с большим агентством ради просто имени, если не... Может, иногда лучше быть поменьше агентством, но которые будут постоянно стараться, чтобы у тебя там были съемки на постоянном... На постоянной основе, да. На постоянной основе, да, сори. Забыла слово, вылетело. Как это по-русски? Как это по-русски? Да, смотри, ты, получается, подписалась с ними, как сразу ли у тебя появилась работа, или тебе пришлось еще делать какие-то подбирать какие-то фотографии в портфолио, набирать Да, его? мы работали над моим портфолио, и 4 месяца Они тебе помогают? Да, уже помогают, да, и некоторые съемки они организовывали на портфолио, но 4 месяца я ничего не букала.
ничего не букала. Я так переживала, потому что Они присылают тебя? Они присылают, я Ты ходила идёшь на на кастинги, кастинг? я ходила на кастинги по 2-3 кастинга в день, и я ничего не букала. Я просто уже начинала, типа, нервничать, все, они точно думают, что я failure, и вообще, и как бы, ну, и на самом деле для меня очень тяжело давались кастинги, потому что я потом приходила в кастинги, это все равно мне нужно было забукать нянечку, чтобы у меня с ребенком посидела, или я иногда с ребенком приходила. Мне кажется, даже плюс такой. Да, так, типа, очень... Дай мне работу. Да. И очень нужна? Ей очень нужна работа. И на самом деле на жертвенные эмоции приходят жертвенные деньги, так что такой спорный вопрос. И я еще очень узнала такой один момент, что оказывается, я же мать, это не значит, что я такая особенная, потому что я-то думала, что я особенная. У таких моделей были дети, я такая, в смысле? Ну что? Какой-то типаж, что ли? Вот, так что это такой спорный вопрос. Но 4 месяца я ничего не букала. И на самом деле я уже начинала переживать, и я видела, что кастинги начали идти все реже и реже. То есть с 3 кастингов в день у меня пошло, типа, теперь по 2 или по 1, или через Просто день. потому что они перестали тебе так слать много. Уже, да, типа, уже перестали так много отправлять меня на кастинги, наверное. Химия закончилась. Вот, и наконец-то, какое было счастье, я забукала шут, это был моя первая съемка на Sara Hub бренд, это косметика. Я помню, была такая счастливая, я просто... мне кажется, я визжала в трубку, он такой, типа, окей, типа. Но на самом деле такие эмоции, это нормально, типа, проявлять эмоции, это хорошо. И на этой съемке я поняла, то, что мне еще нужно учиться и учиться и учиться. Учиться профессионализму на сете, как бы позам, лучшие позы узнать, да, типа, как даже и вправду, вот какая у меня лучшая сторона, но ведь не должно быть лучшей стороны, надо знать просто, как сделать свою не лучшую сторону все равно хорошо выглядящей, да, типа, потому что, или помимо того, как позировать самой, у меня там съемка была, там у нас было 4 девушки, да, то есть какие позы сделать вчетвером, типа, как это делается, и я поняла, что нужно нарабатывать опыт. А тебе помогает в таком случае, если не видеть, что неопытная модель, что не первая съемка? Да, конечно, помогает, всегда помогает, даже как бы... Даже, типа, если и опытная модель, типа, и просто видят там, например, да, типа, просто иногда 2D, да, типа, для них выглядит совершенно по-другому, чем нам кажется, например, да, типа, кажется, вот так руку положить красиво будет, но на 2D будет не очень красиво, потому что мы будем видеть только эту часть руки. Нужно сделать немножко неудобную позицию, чтобы рука была красивее, но как-то для себя это так, типа, странно, да, но с той стороны объектива видно другую картинку, и нужно как бы слушать и работать вместе, в команде, обязательно командный дух. И еще я что поняла, иногда стеснительность могут воспринять как за высокомерность. И поэтому всем стеснительным девушкам... Лайфхак. Да, я бы хотела сказать, нужно четко говорить сразу, приходить и говорить, я очень стеснительная, потому что со временем я все больше и больше начала слышать то, что очень многие люди думали про меня, то, что я, оказывается, высокомерна, хотя я просто стеснялась своего английского. Они же передают это друг другу и не очень хотят потом работать с тобой, получается. Да. А я просто приходила и сидела там в стороночке, стеснялась со всеми разговаривать, а потом потихонечку, там уже спустя 3 года я наконец-то стала слышать от фотографов, там типа, я Катя первый раз увидела, думала, такая же она высокомерная. Я говорю, да у меня английский был плохой, я стеснялась. Но ведь никто не знает, и со стороны может выглядеть то, что вот твоя стеснительность может казаться высокомерной. И поэтому надо об этом помнить, и как бы лучше стараться, и немножко, опять же, делать вот этот вот последний, да, типа нажим на себя. Если мы уже вкладываем в бизнес, то мы вкладываем всю себя, мы вкладываем полностью, как мы общаемся, как мы разговариваем, то есть, да, как вытаскиваем себя из зоны комфорта, потому что со стороны это может выглядеть совершенно не так, как мы проигрываем в голове. Да, они же любят еще эмоции, чтобы ты всегда была живая. Ну, мне так кажется. У меня, например, иногда не хватает. Я устала, и все, я не хочу ни с кем общаться. Но для этого надо просто сказать, типа, или даже если нервничаешь, например, на кастинг приходишь и нервничаешь. Бывает иногда, типа, просто нервничаешь, и все, и что делать? Нужно просто сказать, что, типа, здравствуйте, я нервничаю. Потому что, на самом деле, так люди будут понимать, что ты живая, нормальная, да? И что какие-то твои зажимы лица или странное какое-то поведение, или какие-то дергания, не потому что что-то с тобой не так, и ты ей не нравишься, потому что, она, наверное, нервничает, она столько что сказала. Но люди этого не знают и сразу не умеют это считывать. А на самом деле мы, когда нервничаем, я смотрела потом, тоже училась, когда свои
свои селф-тейпы, когда вот пришел ковид, на самом деле я научилась еще очень много. И мне кажется, после ковида как раз с селф-тейпами моя карьера начала подниматься, ну, типа, начала взлетать, потому что это пришел момент, когда я наконец-то начала понимать, что я не делаю не так, потому что из-за селф-тейпов я очень много смотрела свои видео, да, и я начала понимать, типа, да что же не так, почему, я же лучше выгляжу в жизни. Ну да, я сейчас нервничаю, у меня как-то просто челюсть была зажата, какая-то улыбка странная, я как-то очень высоко проговорила Кристина Денисов, 5'9", типа, и я понимала, что, вот это все время, которое я ходила на кастинги, они видели не лучшую версию меня. Теперь понятно, прикинь, окей. Но с этого момента стало легче, типа, менять, понимать и даже... Чувствовать себя да, даже чувствовать. больше, И даже когда я начала дальше ходить заново на кастинг, если вдруг я там нервничаю, я прихожу и говорю, прикиньте, что-то не знаю, что, кажется, кофе перепила, что-то я нервничаю. И окей, теперь все понятно. Понятно, что твои эмоции не совсем твои эмоции, то, что ты можешь быть лучше, что сейчас просто ты не даешь, ты просто физически не можешь дать лучшую версию себя. Слушай, очень прикольный лайфхак, потому что мне никто не говорил из моделей, с которыми я снимала 2 выпуска уже о модельном бизнесе с Олей и с Сабиной. И вот этот момент мне одна из девушек не проговаривала. Проговаривала какие-то другие важные моменты, которые нужно знать, учитывая там кастинги, особенность, менталитет и так далее, и там конкурентоспособность вообще твою. Но этот момент никто не проговаривал, что ты на себя просто смотришь и понимаешь, что вот где моя ошибка. Да. Смотри, после того, как тебя первый раз забукали, у тебя сразу пошел взлет, работа, или тебе приходилось все-таки опять ждать? Насколько помогает, может быть, в уверенности в себе, в тебя верит агентство? Да, очень помогает уверенность в себе. После этой съемки, на самом деле, уверенность в себе, и как бы это был такой звоночек для меня, потому что я, мне кажется, до этого чуть так в жертве говорила: «Вселенная, покажи мне, что я на правильном пути, потому что я больше не буду ходить на эти кастинги». Вот я забукала, говорю, ну ладно, окей, буду еще ходить. Вот, и вот такие моменты, то, что и теперь агент тоже верит, на самом деле. Они такие, окей, значит, она может, вот и чек получили, 20% списали. Потихонечку набиралась работа, набирались постоянные клиенты. И у меня еще было очень много работы, потому что мне повезло, у меня 6,5 размер ноги. И поэтому... Очень маленький. Да, очень маленький. Но на мой рост, как бы, оно очень так подходит. У нас 6,5 это sample size для обуви. И я очень много, конечно, начала работать по... Просто ноги, типа, просто фотографирую ноги, типа обувь, да, и на самом деле, как стабильный доход, я считаю то, что очень надо правильно рассмотреть e-commerce. То есть это не самая интересная часть модельного бизнеса, да, типа это не эдиториал съемки, где ты чувствуешь себя принцессой и все так шикарно и классно. Это такая, на самом деле, очень рутинная работа, я бы сказала, 8 часов в день, час брейка, то есть, получается, ты 9 часов проводишь, да, на студии. Обычно приходишь туда, и у тебя есть точно так же, как на стандартной офисной работе, у тебя есть количество обуви или там платьишек или чего-то. Выработка, которую ты должна сделать. Ты должна сделать. Если вы не делаете команды, то уже на следующий раз они тебе еще больше накинут. То есть, если сегодня надо было фотографировать 120 пар обуви, то на следующий день, если вы вдруг не доработали их, то эти следующие пары будут опять добавляться. На самом деле это мне дало стабильности. Я очень долгое время как бы работала именно на food modeling. Типа, и вы, наверное, видели эти ноги на Fashion Nova. Познаешь, да? Наверняка буду присматриваться тебе. Да. Вот. И, или у кого что. То есть у кого-то это будут платья, сарафанчики, там свадебные платья, где хорошо пойдет. То есть нужно, на самом деле, разрешить себе иногда, типа, не самую гламурную часть модельной жизни, типа, и как бы потихонечку расти. И потому что эта стабильность, на самом деле, дает спокойствие в голове, и когда у тебя спокойно все на душе и в голове, тогда начинается рост. Вот. Да, и у меня очень было вот таких e-com съемок где-то до 2020 года, пока не наступил ковид. 3 года, получается, ты работала? 3 года, да, но 3 года мне кажется, теперь иногда... Есть такая фраза, которую я очень люблю. Иногда хорошая жизнь может удерживать тебя от отличной жизни. То есть вот эти съемки теперь, они мне сделали хорошую жизнь, и что я ничего не хотела больше на самом деле искать и делать, и... Как-то развиваться, да. Да, некоторые кастинги, например, не шла, потому что, типа, кастинг у меня в то время, когда у меня там от агентства съемка с Fashion Nova, да, типа,
отснять. Так что я такая, типа, ну, it's okay, я лучше, типа, свои деньги заработаю. Вот. И на самом деле, благодаря ковиду, благодаря тому времени, то, что у меня было время посидеть, подумать, понять то, что, типа, с этим, как бы, знаешь, типа, дома отдохнуть, наверное, и пришел вот это креативное дыхание новое. Вот с этого момента, мне кажется, пошел взлет, типа, я начала все-таки теперь уже делать селф-тейпы для более больших брендов, потому что у меня, как бы, во-первых, поменялась индустрия, не надо было по всему городу кататься, как сумасшедшая, а достаточно было записать селф-тейп. Я точно так же училась, и на самом деле на селф-тейпах это легче и лучше, потому что ты теперь просто знаешь, как ты выглядишь, и ты можешь наделать 20, 30, 40 тейков и отснять, когда обычно, когда ты приходишь на кастинг, только 2 тейка есть. А ты брала уже что-то самостоятельно, или ты находила через агентство также, они тебе присылали, или ты могла найти в ковид сама какие-то съемки? Больше через агентство. Также, да, у меня есть негласное разрешение с моим агентством. Я хоть и с ними эксклюзив, но они мне разрешают, типа, если съемка меньше $1000, то я, типа, если я сама ее нашла, то я могу все себе оставить. Теперь же, если уже больше, то я обязательно должна репортить. А как самой находить? Развивать социальные сети. Иногда нужно прям писать фотографам сначала на коллаборативные съемки, чтобы понять. А точно так же, если уже инвестировала время, как я говорю, на съемку с фотографом, точно так же поддерживать отношения. Ведь это же не только одна съемка, это постараться выжать полностью из себя все 100%. Да? Но при этом точно так же не бояться, да, вначале обсуждать и быть профессионалом своего дела. Даже если ты бесплатно приходишь на эту съемку, все равно это показать свою профессиональность. И большое количество съемок мне приходится от фотографов или от операторов на видео, да, зовут, типа, блин, вообще все классно, типа, почему давай ты придешь. Потом потихонечку уже на какие-то бренды начинали со мной, типа, точно так же связываться и там предлагать вариант, типа, съемки. А как это происходит? Например, ты видишь какую-то классную съемку, какую-то классную девушку, классный бренд, ты смотришь не что это за девушка больше, а кто это снимал, и пишешь ему, получается. Да. Потому что я, например, наверняка люди, которые смотрят, не обращают внимания на фотографа, кто вообще там что-то щелкнул, и на его важность и влияние в индустрии тоже, соответственно. Да. А нужно обращать именно, кто создал. Ты так заходишь и смотришь, кто так, всех, и подписываешься на всех, на стилистов, на мейкап-артист, на фотографов, на всех. Потому что ты никогда не знаешь, с какой стороны придет тебе следующая съемка. Иногда это может быть от мейкап-артиста, иногда это от фотографа, да, иногда это просто подписалась точно так же на бренды. Знаешь, как я иногда улыбаюсь и говорю, типа, это как, наверное, чуть ли не почти как из книги Still Like an Artist. Но такое более модельное, да, типа, увидела съемку, хорошо, подписалась на всех. Пролайкала, да? Всех пролайкала. Написала классная съемка. Да, написала, да, начала строить social media relationship, да, это начинается с простых комментариев на каком-то уровне, то, что мы показываем, то, что нам интересно, да, типа, иногда кто-то не подписывается в ответ, it's okay, типа, ничего страшного, на самом деле, можно даже если просто хорошую съемку посидеть и поучиться, да, или просто посмотреть, как, может быть, вот эту съемку можно будет проиграть там с каким-то другим фотографом или попробовать что-то в таком же варианте вдохновить, да, но это именно инвестирование времени, очень много времени уходит, чтобы выстраивать портфолио и потом его собирать, и точно так же надо с душой к этому относиться и быть своим менеджером, да, то, что вот знать, какой у меня там съемки не хватает. Типа, или вот если я хочу... В смысле, какой съемки не хватает? Какого типа, где да, ты еще не была, как не раскрылась? Типа? Да, например, вот я хочу больше сфокусироваться, типа, перестать фотографировать мои ножки и начать потихонечку фокусироваться, например, на ювелирных украшениях. Но что мне нужно для ювелира? У меня же своей пока съемки нету, значит, нужно пока, может быть, с кому-то написать и с кем-то сделать ювелирную съемку, да? Или я хочу... Даже бесплатно? Да, даже бесплатно для себя, но чтобы оно было в портфолио, чтобы можно было показать, что я могу это делать. Или, например, точно так же, да, крема. Вот хотелось бы мне, например, начать работать с брендами кремов. Точно так же. Берем и делаем сами съемку с простым кремом для себя, с хорошим светом дома, даже можно на телефон, но просто для начала выставляем это в социальные сети, да, и типа и как бы потихонечку выстраиваем и смотрим, чего не хватает, куда я хочу идти, чего не хватает. Я хочу снимать свадебные платья, а у меня есть съемка в свадебном платье, откуда они знают, как я буду выглядеть в свадебном платье?
Или же, может, надо теперь искать и подписываться на свадебных фотографов, и, может быть, с кем-то у вас будет коллаборация, и тогда ты добавишь свадебную съемку в свое портфолио. Но для этого нужно быть своим прям таким очень строгим менеджером. Кристин, я хочу остановиться на ошибках моделей, которые сегодня девчонки молодые, которые только входят в эту профессию, совершают. Можем ли пройтись, что ты делала не так, и что ты сейчас видишь, как девчонки совершают какие-то ошибки? Наверное, я повторюсь. Самая главная ошибка, мне кажется, это когда ты не хочешь быть своим менеджером и ждешь, что кто-то придет и будет твоим менеджером. Даже если у тебя есть материнский агент, ты должна быть в ответственности за свое портфолио, за то, что у тебя все новое на сайте, что все самое, что самые красивые съемки, каких съемок не хватает, в какую сторону ты хочешь двигаться. Если инвестируем уже время, то инвестируем его до конца. Не делаем ничего на 80%, делаем на 100%, потому что последние 20% это как раз-таки то, что даст тебе работу. Это не то, как ты даже там отходила это шоу, а то, как ты потом осталась на последние 2 часа, и после, опять, это даже обычно не 2 часа, и мингл, да, пыталась разговаривать и socialize с людьми, и строить вот эти какие-то connections, как бы сложно не было. Стеснительность, может быть, не знаю, по крайней мере, у меня это было очень часто рассматривалось, как то, что наверное, высокомерно, наверное, не хочет общаться. И тоже такие моменты, это такие ошибки, которые, на самом деле, девочки совершают. Особенно про стеснительность. Мне кажется, никто не думает, что что-то такое cute, да, как стеснительность может быть даже вот так рассмотрена. Но по крайней мере, в моем случае так было. Смотри, если девушка подписана с агентством, но она сидит без съемок, она имеет какую-то работу дополнительную, которая приносит ей доход, чтобы оплачивать билы, и она в перспективе думая, что она будет, например, моделью. Вот как у меня, например. Я подписана с одним агентством, но у меня ничего не происходит. Я хочу прямо на своем примере разобрать, потому что таких девчонок наверняка найдется много. Я подписана с агентством, я сделала шоты, которые там были в купальнике, черно-белые, цветные, именно в черно-белой одежде, рубашка простая, все очень simple, практически не было мне макияжа, но ничего не происходит. Мне присылают какие-то кастинги онлайн, я там делаю accept, и ничего не происходит. Опять-таки, это уже про 3-4 месяца. Таким образом, у меня и кастингов становится меньше. Да, ничего нет. Вначале, скорее всего, были кастинги, все чаще. Да, каждый день я такая, нужно срочно сделать accept. И как ты думаешь, на моем примере, что мне делать? У меня есть доход, который у меня идет из других источников, но когда я подписала, я думала, все, сейчас я пойду работать моделью. Я вообще не понимаю, что мне сейчас делать. Мне нужно поговорить с ними, мне нужно самой искать, мне нужно сидеть на каких-то ФБ-группах. Как мне сейчас действовать? При этом я не готова full-time, этому посвящать. Вот что бы ты мне посоветовала? Кексики, начнем. Мои любимые печеньки, зайди просто к ним и скажи, здравствуйте, мимо проходила, хотела бы вообще спросить у вас, как дела? Потом там тоже спросить, а вот что? Именно подойди со стороны... Улучшить? Что улучшить? Давайте посмотрим, в какую сторону мне портфолио делать. А у вас есть вообще фотографы, которые там, с кем вы бы посоветовали? Или, может, вы можете меня законнектить, чтобы я там, не просто первый раз сама писала «здрасте», а чтобы вы сказали, как меня... Это очень молодое агентство. Они не так давно на рынке. Может быть, мне стоит тогда пойти к кому-нибудь еще. И у тебя не эксклюзив контракт? Мне кажется, что нет. Тогда лучше вообще иди. И можно не предупреждать их? Я просто хочу, если это не эксклюзив контракт, то можно не предупреждать. Ты можешь точно так же быть подписана с другим агентством. Насколько мне нужно делать каждый день съемки, чтобы я постоянно была в той же... Мне кажется, я сейчас смотрю на себя, я смотрю на себя на тех фотографиях, у меня волосы чуть-чуть длиннее, может быть, где-то чуть-чуть худее, мы все равно туда-сюда, у нас может бегать. Но особенно волосы, если волосы уже изменилась стрижка, хотя бы немножко, нужно, обновлять. Каждый раз нужно обновлять. Да, это да. Вот смотри, ты со мной сегодня провела немного времени, и ты видишь, например, как я сижу, как я двигаюсь, как я говорю, чтобы ты мне посоветовала поправить, и на что ты обращаешь внимание, когда ты видишь других моделей, почему там им отказывают, может быть, в подаче что-то не так. Мне просто интересно со стороны посмотреть, что я не считаю себя моделью, далеко нет. Поэтому со стороны профессионала мне хочется посмотреть, что мне исправить на первый взгляд. На что обращать внимание больше всего.
Ну, вот мне очень нравится, когда ты говоришь немного более таким спокойным и низким голосом. В какой-то момент ты начинаешь ускоряться, и я тоже ускоряюсь очень часто, у меня голос тоже взлетает. Я прям это совсем недавно осознала, я записывала себе видео, несколько раз переслушала, думаю, почему вот это нравится, вот это нет. А одно из них было выше, и я немножко быстрее говорила. И вот мне кажется, всегда хорошо, когда мы просто немножко спокойнее говорим, немножко... Видите, даже если подумать, да, женская энергия, она же должна быть такая тягучая, более медленная. И вот прям учить себя замедляться. Это так сложно. И я сейчас пока эти 3 слова сказала, мне показалось, что я так их долго говорю. Хочется так все быстрее. И как бы учить себя замедляться, потому что на самом деле людям тогда в твоем присутствии будет спокойнее, и будет казаться, значит, типа, это же Можно просто... иметь дело. Да, просто на самом деле нам спокойнее, да, или нам нужно вот такое, там, типа, более просто приятное, и будет казаться то, что, типа, на самом деле и уже все и так приятно, но вот какие-то такие мелкие моменты, которые вообще очень легко изменить, могут на самом деле просто играть, типа, не в самом лучшем виде, проигрываться для нас. Угу. Насколько вообще, вот опять-таки, я на себе все разбираю, чтобы был живой пример. Вот смотри, у меня вес скачет, я могу там 4 плюс, 4 минус, когда я делала вот эти шоты, о которых я говорила, могу показать, как они выглядели здесь. Я была, мне кажется, стройнее, да, чем сейчас. И мне кажется, возможно, я сейчас даже психологически ничего не делаю, наверняка найдутся такие же девчонки, парни, потому что мне кажется, что я вот тут поправилась, что мне сейчас, пока я не исправлю, да, какие-то свои, которые я придумала, да, себе дефекты, куда-то даже суваться. Зачем мне там искать на ФБ, что-то искать в Инстаграме, если, ну, и чё? Вот, ну, и найду, я время потрачу, если у меня все равно вот тут где-то, не знаю, лишний вес, где-то тут еще что-то. Насколько это влияет вообще, вот твой внешний вид, если ты поправилась, на то, как тебя букают? И нужно быть всегда стронг? Или это Америка, и здесь вообще всем плевать? Вообще всем плевать. Вообще, это вообще это такие глупости, это вообще не про то, это не то, как... Вот так. Главное, чтобы тебе было комфортно в этом месте. Если ты теперь все-таки сама некомфортно, оно проиграется, и тебя не забукают не потому и не из-за того, что это твой лишний вес. Тебя не забукают, потому что ты в себе не уверена, и ты, скорее всего, что-то такое делала вот так вот, и руки как-то так крутила. То есть я невербально им показывала, что да. То со мной что-то не так. Да, и вот и все. И они точно так же это считали и подумали, что-то не так. Как тогда это исправлять? Может быть, если у тебя даже нет селф-тейпов, я вот предполагаю, да, если у тебя нет селф-тейпов, просто чаще себя снимать со стороны, к примеру, не знаю, дома, смотреть, как ты себя ведешь. Это очень, на самом деле, это очень хороший, как бы такой лайфхак, да, типа снимать себя, смотреть, разбирать. И, на самом деле, мой педагог по вокалу, сейчас мы, типа, то же самое делаем, только, ну, с голосом, да, типа, снимать и слушать, как я пою, типа, разбирать, опять слушать. Мне это очень тяжело дается, я не люблю это делать. Я каждый раз это делаю через огромное сопротивление, но там, где больше всего сопротивления, больше всего... потенциала. Да. А насколько ты сейчас видишь конкурентным стал рынок, поскольку девчонок очень много сейчас приезжает, особенно, да, из там, событий февраля прошлого года, очень много людей сюда приехало, и где, как не в ЛА, развиваться, да, в этой индустрии, либо кто-то идет в актинг, либо моделинг и так далее, там, на том же бэкграунде работают. Но мне кажется, что раньше было меньше людей, да, помимо там русских, которые приезжают, русскоговорящих ребят, плюс еще же есть местные, плюс есть еще ребята из других стран. Насколько ты чувствуешь, что конкуренция все-таки выросла? На самом деле, я никогда не смотрю на это вот так, знаешь, там, типа, я вот когда приехала там на кастинг, я вижу всех красивых людей. Я просто начала, типа, себе повторять единственное, то, что это не столько это как конкуренция, а то, что прикинь, я среди них. Если они тебе все нравятся, вот как если ты смотришь на всех этих людей, даже в Лос-Анджелесе идешь по Лос-Анджелесу и смотришь, типа, блин, смотри, сколько конкуренции. Нет, это не конкуренция. Прикинь, я среди них. И тогда из-за этого ты, получается, выигрываешь условно эти кастинги. Ну, не выигрываешь, получаешь эту работу. На самом деле, вот потом просто как-то вселенная начинает все потихонечку менять и подправлять, и знаешь, типа, и все идет в правильную сторону. Но это же именно от головы идет. И даже на самом деле это можно доказать. Ты теперь уже просто от того, что ты теперь менее заморочена в себе, ты заходишь, ты более приятный человек. Я все-таки хочу вернуться еще вот к моменту, как действовать. Хорошо, смотри, ты подписываешься с каким-то небольшим агентством, что-то приходит, ничего в итоге не получается, и ты можешь, получается, смело
несмотря на то, в каком ты сейчас весе, как ты сейчас выглядишь, какие у тебя фотографии, все равно смело идти и встречаться также. Вот я могу, получается, писать всем агентствам, которые я просто вижу, слышу и знаю. Да. Но тут тогда вопрос. Иногда я вижу, что девчонки, модели профессионально отмечают не агентство, а конкретных агентов. Я даже на некоторых подписалась. Ну, знаешь, типа просто подписалась, чтобы самой не забыть об этом человеке вообще. Да. Вот. Насколько важно выбрать агентство или агента, есть ли разница? Может быть, агент будет больше тебя заинтересован, потому что агентство, да, условно, машина, которая, возможно, тебя где-то потеряет. И там много моделей. А агент, мне кажется, все равно у тебя ближе с ним может быть коннект. Да. Есть ли разница в этом или нет? На самом деле, да, вот то, что как раз вот на агент, то есть иногда может быть, например, большое агентство, и ты будешь, ну, как и то, что я сказала, это если мы говорили про агентство, да, про Уламину, когда я говорила, например, типа вот возьмем, я все время беру, я пытаюсь, типа, в Universe, что они как-то сами на меня приземлятся, а я ничего не делаю. Вот, но в целом, когда мы работаем с агентством, если почему-то там вы у них затерялись, да, типа, иногда стоит, возможно, типа, выстраивать отношения с одним человеком, там, да, типа, с твоим персональным агентом. И вот это да, это как бы такие уже моменты, как просто про человечность, типа, спросить на самом деле, как дела, поздравить с днем рождения. Да просто даже если отправили на кастинг, сказать, блин, спасибо, классный кастинг. Ну, получается, если выбирать между агентством и агентом, лучше всегда выбрать агента. Да, если выгоднее будет просто тебе, получается. И легче будет выстраивать отношения с одним человеком, да, чем с большим. Но в итоге, на самом деле, это так, как бы, когда вот возьмем на моем примере, да, типа я работаю с агентством, и у меня есть агент, который как бы постоянно, вот Лоренцо. То есть у тебя есть и агентство, и агент? Ну, она, как бы, в Aston Models у меня есть вот агент Лоренцо, да, типа, и она меня постоянно букает. Ну, точно так же у них там в агентстве есть еще пару людей. И они очень часто меня там, типа, закидывают. Там, типа, эй, типа, тебе сейчас ник напишет, типа, ему надо срочно. Так что вот. Или же, теперь же вот все-таки, если возьмем одного агента, если просто это будет 100% только один человек, нужно просто смотреть уже на его резюме, какие у него connection, потому что иногда агентству легче выстроить больше relationship, потому что их там просто больше людей. С большим доверие, наверное, больше, да? С большим количеством компаний будет легче выстроить relationship, чем одному человеку. Ну, тут надо как бы... Каждый кейс индивидуальный. Я еще слышала, как ищут съемки не через агентство, не через агента, а могут написать напрямую брендом, насколько это рабочая история. И если у тебя нет, например, поддержки в качестве агентства, агента, ну, какой-то там материнской такой истории, насколько это работает вообще? Ну, как для UGC Creator в социальных сетях, это именно, чтобы полностью забукали прям на съемку, мне кажется, это будет все равно чуть-чуть тяжелее, чем вот как UGC Creator. Но можно же начать relationship как вот именно как креатор, и ты для них просто будешь создавать контент, они тебе будут что-то присылать, это будет... Как это работает? Объясни, не очень понимаю. Через соцсети, да, типа у тебя вот есть социальная твоя сеть. И если ты будешь напрямую писать брендом, то тогда они будут смотреть, то есть, естественно, они уже не смотрят на твое портфолио, они смотрят, твоя соцсеть — это твое портфолио, твой Инстаграм — это твое портфолио. И теперь вот когда ты в соцсетях написала, да, там, на имейл и прислала свой Инстаграм и сказала, вот, здравствуйте, это будет работа, но это будет именно не столько модельная работа, сколько называется UGC, да, типа им нужно, чтобы ты для них создала контент, и они могут тебе оплатить. Причем на самом деле в Америке это начинается не от 50 тысяч подписчиков, не от 10 тысяч подписчиков, просто вот от настоящих подписчиков, хоть 100 человек будет. Есть мини-креаторы, да, то есть, типа, это именно про то, какой ты контент создашь. То есть ты можешь, например, у тебя есть любимый бренд косметики, например, не знаю, каждый может подобрать свой. Ты давно им пользуешься, ты креативный, у тебя есть свет, ты знаешь, как снимать, тебе это интересно, тебе нужно просто 2 дня заморочиться, снять, красиво это в Reels, например, тот же выложить и отправить им. И все. То есть ты сама можешь до того, как они тебя вызовут, сама инициативу проявить к этому бренду. Да, и показать им, отправить и сказать, вот смотрите. Или можно даже иногда просто наоборот написать им, вот, например, e-mail и сказать, здравствуйте, вот у меня есть, я с вашим брендом еще ничего не делала, но у меня есть примеры. Вот, типа, я работала вот с другим брендом косметики, смотрите, как я им красиво это сняла. И, естественно, нужно всегда отправлять экзампл работы, поэтому, как бы, да, нужно хоть что-то отправить. Нужно показать там тоже своих подписчиков. Даже это
это не про номера, это про то, ну, типа, насколько, из какой они страны, потому что, да, типа, если они продают, и сейчас они там сфокусированы на Лос-Анджелесе, типа, им, ну, не подойдут подписчики из Казахстана. Поэтому такие моменты, да, но главное, что если у тебя хотя бы есть 100 человек... И видение красивое. И видение красивое достаточно. Офигеть. Получается, они могут потом впоследствии купить твою съемку, которую ты сделала просто себе для Инстаграма. Они такие: вау, классно, забираем себе и оплачиваем тебе вот эту всю историю. Да. Или же они пришлют тебе продукт и скажут: вот сделать такую же, только на новый продукт, потому что там, типа, на тот старый продукт, который ты там сняла, у нас уже как бы кампейн закончилась, но вот давай точно так же, но на новый продукт. Получается, в моделинге сейчас, из-за того, что соцсети так развиваются, рилсы сами пушат, то ты по факту сам себе можешь быть боссом, и если ты посмотришь, как, например, происходит съемка, подсмотришь, да, может быть, это скопируешь, еще что-то, ты можешь выстрелить. Не потому, что ты там в агентстве, не потому, что ты там, не знаю, рядом с Кристиной постояла на Мисс Вселенной, и тебя заметили. Ну, ты понимаешь, да, о чем я говорю? Да. Получается, сейчас ты можешь работать именно таким образом. Да, самой быть своим менеджером и работать. И точно так же через соцсети, я говорю, иногда, если ты не выглядишь как стандартная хай-фэшн модель, это не значит, что ты никогда не сможешь быть на хай-фэшн подиуме. Это значит, тебе нужно просто сделать немножко другой путь. И тебе, может, иногда придется пройти через соцсети путь, да, потому что я знаю таких креаторов, которые вообще начали как... У меня знакомый очень хороший, да, он начал как спортивный комментатор, он сделал, ну, типа, он создавал, типа, он раскачал, типа, у него шикарный YouTube, Instagram, у него крутые ролики, и он теперь озвучивает просто такие, там, рекламы, типа, всех спортивных, Супербол и так далее, то есть, я говорю, и это все прошло через соцсети, то есть. С ума сойти. Можем мы в конце нашей этой части рассказать вообще, какие рейды существуют у моделей сейчас в Лос-Анджелесе, от и до, сколько могут модели зарабатывать в среднем, потому что тоже не очень понятно. Я вижу по тем съемкам, по тем кастингам, которые мне присылает это агентство, там может быть там 1000 минус 20%, 2000 минус 20, 3000. Но, по-моему, дешевле, чем $1000 за работу, они не присылают ничего. Но опять-таки, это не значит, что у тебя сразу хоп, и тебе прислали, все сразу за 1000 в кармане. Нет, это ты акцептнула, если тебя взяли, ты пойдешь дальше на кастинг. Но примерные рейды, сколько сейчас может в час зарабатывать модель, начинающая, средняя уже. Да, вот, например, через агентство, да, начинается от $1000. А если как бы сама... Это съемочный день, получается, один, или одна работа? Съемочный день, да. Типа, съемочный день не больше 8 часов. Типа, если больше 8 часов, то должна быть как... За переработку, да. Потом точно так же там вкладывают такие моменты, как типа usage. Я такая довольна. У меня пришел usage в этом году. Моих съемок с прошлого года, то, что они на еще 1 год оставили, мне просто пришел чек сам по себе. Я такая довольна. Тебе так приятно. Говорю, люблю получать чеки, когда даже не надо было еще раз идти на работу. А давай объясним, что, например, ты снялась для какой-то компании. То есть я снялась за $1000. Все. Но если они... И у меня было наоборот. Было такое, что я снялась на съемки, и они никогда не выбрали мои фотографии на сайт, публикацию, на публикацию, и как бы я юзач никогда не получила. Но я все равно получила свои деньги, свой чек за съемку. И теперь бывает, вот, когда тебя выбрали на рекламу, или на билборд, или то ты теперь будешь получать деньги из юзач. Каждый раз, когда они используют. Каждый год, да, ты будешь, типа, это на год, или как там будет подписано, там, или на 2 года у вас контракт, но когда, если они потом продлят, и дальше будут твои фотографии использоваться, то ты опять получишь еще 1 чек. Ну, хорошо, получается, с агентством от $1000, и, соответственно, там дальше нет предела, или есть какой-то все-таки предел? Ну, самый большой кастинг, на который я ходила, это был $125 000. Это за день съемки? На день съемки. Люди за год могут не зарабатывать столько. Люди выбирают работу такие от 100 000 я просто гордилась, даже до сих пор горжусь тем, что я ходила на такой кастинг. Офигеть. Да. Ну, у тебя, ты когда-нибудь подходила к таким суммам, чтобы у тебя была съемка там примерно... Да, за 125 000 такого не было, прям чтобы за одну съемку. У меня как бы доход более количеством я беру. Да, вообще, я вот сейчас сижу и думаю, такая замороченная работа, потому что ты должен столько времени тратить, чтобы найти этих людей постоянно. Хочешь ты, не хочешь, устал, не устал, что-то им написать, как-то отметить, смотреть, следить за тем, что у них происходит. И даже
там мы можем месяцами, получается, делать это просто так. Просто, например, налаживать эти связи, просто искать, просто договариваться. Там, не знаю, 10 написать фотографам 10, а только один согласился тебя бесплатно снять. Или вообще никто не согласился. Да. И потом еще ты так 5 раз делаешь, 5 дней подряд. И вот, да, это на самом деле... Очень много времени, куда ты тратишь просто впустую. Ну, не впустую, ладно, это инвестиция, Это как ты сказала. инвестиция, да. То есть бесплатно в данный момент времени. Да. И потом смотрим как бы на чек, и мы разделяем это на все часы, которые мы потратили, и получается очень стандартная работа, $20 в час. Вот. Но ведь в итоге зато есть возможность расти. А как ты попала, кстати говоря, к большим брендам? В какой момент они начали тебя брать? Тот же Шапарт — это очень приличный, классный бренд, ювелирный, и который, ну, не знаю, в любое портфолио добавь, и тебя сразу могут будут другие, в том числе, там, не знаю, и Сен-Лоран тоже можете заметить, кто угодно, Да. после Шапарта, например. Ой, да, вот как раз, как я говорила, теперь после ковида, того, что я наконец-то сфокусировалась, у меня было больше времени быть своим менеджером, я сначала попала в клип к Тайге. Я не знаю, кто это. Тайга — это американский рэпер, да, я попала к нему в клип. Вот, и было много прессы про меня, и прям даже они меня так, типа, и отметили, и по IMDb дали кредит, я так радовалась этому. А как так получилось, что ты попала к нему? Это был кастинг удачный? Да, это был кастинг, то, что я хорошо записала селф-тейп, много раз его перезаписывала, и в итоге вот выбрали, и причем выбрали, изначально меня не выбрали как главную модель, но когда я пришла на сцену, мне сказали: окей, ты будешь главной моделью тогда, типа, что было очень много моделей. Потом точно так же я еще снялась в эпизоде Ballers, тоже им нужно было большое количество моделей, но там такого чуда не случилось, то, что я пришла просто как модель, а меня выбрали главной актрисой. Ну ничего, бывает. Вот, и вот потихонечку с этого момента я начала уже от того, что я точно так же больше инвестировала, типа, в социальные сети. Я старалась уже, как все говорят, да, типа, регулярно постить, красиво выстраивать страницу, рассказывать о своей жизни, рассказывать, что у меня происходит. Но вот съемка Vogue, о которой мы говорим, да, Шапарт, и это на самом деле пришло как раз, это было не от агентства, это пришло от моей подруги, с ее страницы. Она как раз на тот момент была на обложке Elle Arabia. И вот, получается, сначала связались с ней, и на самом деле у них проходили как бы моменты, то, что она отправляла им кастинг, она отправляла им селф-тейпы, и она как бы постоянно была типа в контакте. Но в этот период мы постоянно как бы с ней вместе проводили время, и я постоянно мелькала у нее на странице. И нам все время говорят, что мы выглядим как сестры, и походу, я думаю, идея у директора произошла такая, что, типа, ну, очень будет хорошо, типа, красивый лук, типа, ethnically ambiguous девушки с такой необычной внешностью, как бы, будут у нас на обложке, как раз потому, что это был 2020 год уже прошел, 2021, индустрия менялась, хотели новые луки, хотели большему количеству людей, чтобы это все относилось, чтобы отходили от такой, как бы, стандартной модельной внешности, хотелось, наверное, чего-то нового. И вот таким образом, да, как бы благодаря социальным сетям того, что я постоянно была активна у нее на социальной сети, они ей написали, сказали, типа, это вот она тоже модель. И я прислала им, конечно, я такой человек, который постоянно найдет, почему бы поволноваться. И тут мне дали возможность так хорошенько проволноваться. Я записала им self-tape. Они, наверное, 2 месяца, мне кажется, не отвечали. Я их достала просто. Когда они ответят, когда они... Да я не знаю, говорит, типа, все. Наверное... Она спокойно, типа, к этому относилась? Мне кажется, нет, она тоже очень переживала, но я ей не помогала в этом плане. Я постоянно, типа, скажи мне, когда же ответят, что такое? В итоге, наконец-то, был callback. Нас уже вместе попросили записать селф-тейп, мы записали селф-тейп, мы показали, как мы вместе выглядим. Было интервью по Zoom, потому что до сих пор еще был ковид. И после интервью нам сказали, что окей, будем начинать типа подготовки к съемке. И вот таким образом мы вдвоем оказались на этой обложке, которую можно у тебя увидеть на странице, мы ее тоже покажем. Да. Очень классно. А как ты попала тогда в Elle Arabia? Да, Elle Arabia, теперь, когда, знаете, уже проходит такой момент, что вот... Наверное, это была такой... Энергетически была моя волна, то, что в это же самое время мне с агентства моего говорят, то, что окей,
пожалуйста, почисти все свои фотографии. А я не могла понять, убери все свои фотографии в купальниках. Просто убери все свои фотографии. Наоборот же всегда обычно просят. Да, я не могла понять, я же так не хотела, это были самые популярные фотографии у меня на странице. В смысле, вы хотите, чтобы я все фотографировала? Это же разрушит мой алгоритм. И что такое? Но прям так настали и не говорили, почему. Я в итоге удалила все фотографии, я так переживала на эту тему. Ты прям удаляла, не архивировала их? Я не подумала. Вот. Я удалила все эти... Очень больно сейчас даже мне стало. Да, зато будет возможность еще раз выставить, да. Но я их все удалила, и все, и ничего не слышу, да, типа, в чем проблема, зачем вообще вы мне сказали удалить все фотографии, это же были самые лучшие, популярные мои вообще фотографии, вообще как бы Swim Week, еще же период был. Теперь подготовка получается. Июль, Swim Week, то есть наоборот, все девушки выставляют фотографии в купальниках, а мне сказали удалить. Я думаю, я не могу понять, для чего это происходит. И как так, и как вообще такое может быть. Я теперь, наверное, на Swim Week, и у меня еще больше, типа, такая мозговая жвачка происходит в голове. И в итоге мне говорят, смотри, типа, ты не можешь постить фотографии в купальниках, потому что тебя выбирают, типа, благодаря твоему луку, типа, тебя выбирают в журнал. И опять такое все, типа, non-disclosure, ничего не объясняют, типа, в Middle Eastern страны. Вот, и, типа, делай, пожалуйста, контент по закрытию. Поцивильнее, да, я такая, окей. Вот, но там я много не знала, я просто записала видео, старалась так, типа, все цивильно, все время так, типа, цивильно одета была, и у меня Инстаграм очень сильно изменился, даже Инстаграм подписчиков я потеряла на тот момент, потому что мужская аудитория у меня ушла, наверное, подумали, что у меня парень появился. Раз удалили. Очень строгий. Да. Вот, и в итоге они сказали, все, типа, окей, будет съемка. Точно так же я до сих пор не понимала, куда, но мы сделали классную съемку, это был очень хороший, крутой фотограф Джой Строц, она прилетела специально, потому что она не located в Лос-Анджелесе, она located в Неваде. Она прилетела, потому что это был их выбор. И вот эта красивая съемка на пляже, и в итоге вот уже ближе, когда, я так поняла, все было более прям 100% опрунуто, мне сказали, что это будет Эль Арабия. Какие у тебя эмоции были после этого, что уже, два, получается, большущих журнала тебя берут? Я думала, все, знаете, типа, я там. Я звезда, куда еще выше, да? Вообще. Но на самом деле это для меня был такой небольшой сетбэк, потому что произошло? На какой-то момент я не готова была там расстаться со своими клиентами, которые давали мне стабильность и простые мои съемки, но они подумали после этого, что я не буду больше с ними работать. И сами перестали к тебе приходить? Да, они сами перестали со мной работать, и я не могла понять, я так раз, знаете, так обижалась, такая вижу ни с того ни с сего, что у них прям другие модели на съемках, я так типа, Но я все больше и больше начала видеть этот паттерн, и я не могла понять, пока я наконец-то, как я говорю, просто не спросила. Взяла и написала, типа, я не знаю, типа, что-то случилось, может, на последней съемке был результат не очень. И мне просто сказали то, что, оказывается, мы думали, ты нам по бюджету не подходишь. То есть вот это то же самое, что я говорила про большое агентство. Иногда так надо быть аккуратно вот с этим моментом, типа, не то чтобы я не говорю, что нужно идти, не идти в рост, но там, может, нужно просто как-то больше проговаривать, или даже в тех же соцсетях, может, нужно объяснять, что да, я была вот на этих там обложках, но это были, например, более такие... Точные истории, да? Да, типа мы сделали, но это еще не так, что я ухожу со своего агентства или я ухожу от, перестаю работать со своими клиентами. Типа я рада, но я там стабильности хочу здесь. А то, что я не проговорила, мне такой был... Вау, я не знала, что они могут, наоборот, вместо востребованности еще больше. Да, они подумали, что они теперь не смогут аффордить меня. Офигеть. Да. Ну, а новые к тебе пришли после этих обложек? Да, новых клиентов тоже было достаточно, но все равно, знаешь, теперь почувствовалось так, что не чувствовалось такой стабильности. В принципе, от того, что у меня сын, и мне все время очень важна такая стабильность. Типа, я начинаю очень сильно переживать, если что-то идет не так, это как что дальше будет? И у меня сразу мысли идут так очень... нужна такая сила воли, чтобы остановить эту мозговую жвачку. Но на самом деле потом пришли, да, типа, то, что я сказала, типа, хорошая жизнь может удерживать этот личный. Потом пришли гораздо лучше проекты, гораздо лучше работы, типа, ювелирные компании, да, типа, начали обращаться, и очень красиво. Наконец-то это были те съемки, на которых я чувствовала себя каждый раз принцессой. Это не были только съемки моих красивых ног. Вот, и на самом деле я рада, как все развернулось.
Смотри, ты сказала, что ты подписана еще с агентствами в других городах, штатах. А насколько было легко к ним попасть после того, как ты уже подписалась с первым? И можешь ли ты использовать то, что вы сделали с первым, какие-то твои фотографии, которые используются в портфолио, для того, чтобы подписаться с другими агентствами? Или нет? Если ты уже используешь с одним агентством, ты должна делать что-то новенькое для остальных. Не-не-не, да, ты можешь точно так же все это портфолио использовать со всеми агентствами. То есть все компании, все работы, все, даже там Trade for Pics проекты и все это. То есть да, это гораздо легче, потому что, во-первых, у тебя уже есть агентство. Во-вторых, ты можешь даже просто свое агентство сказать, типа, не хотите ли вы быть моим материнским агентством? Что это значит? Объясни, да, расскажем про материнское агентство. Материнское агентство — это агентство, которое берет, который ваш менеджер. Если вы не можете быть вашим менеджером, то может хорошая идея будет найти материнское агентство. Это отличается от эксклюзивного контракта? Это другая история. Да, это просто материнское агентство. Материнское агентство, они не берут проценты с твоей работы, они берут проценты с годового оборота агентства 5%. То есть, как бы, на самом деле, это достаточно выгодная история, материнское агентство, потому что, как бы, твой чек от этого не уменьшается. Это их работа, и они будут как бы работать, они будут искать себе плейсменты в разных городах, и это на самом деле удобно, они будут помогать там, типа, если они видят как бы такой свежий взгляд их, да, типа, чего тебе не хватает в твоем портфолио, или ты, например, не знаешь, да, тебе кажется, у тебя классное портфолио для Лос-Анджелеса, но если ты хочешь поехать и работать в Нью-Йорк, у тебя может что-то отличаться, да, типа, они могут как бы сказать, типа, вот для Нью-Йорка тебе нужно сделать еще вот таких. И они сами отправляют тебя в эти агентства, получается. Да, и они будут работать, они будут выполнять вот эту работу, на которую у тебя нет времени. Есть небольшие, типа один небольшой минус материнского агентства. Иногда некоторые большие агентства не любят подписывать модели с материнским агентством. Но просто для этого нужно найти хорошего материнского агента, чтобы у него были хорошие налаженные отношения с хорошими агентствами. Вот и все. Как бы это как бы вот таким образом обходится. То, что нужно сделать хороший как бы подготовку, как домашнее задание, как типа, такое небольшое свое расследование, типа, если это хорошее материнское агентство, если у него есть, может даже написать всегда, не надо бояться писать другим моделям, говорит: привет, я видела то, что ты работаешь с этим материнским агентством, как тебе нравится, хорошо, какие-то пожелания, какие-то минусы. Я хочу поговорить еще об очень большой и важной части в твоей модельной карьере, вообще в карьере твоем как женщины, модели, красавицы и так далее. Это Мисс Вселенная. Да, и ты в прошлом году заняла титул Мисс Вселенная. Конкурс проходил в Майами. Но, вот смотри, я сижу, читаю, все прекрасно, замечательно, Мисс Вселенная, вот Кристина, я ее знаю, но очень же много вокруг этого сходит слухов, может быть, каких-то мифов, может быть, стереотипов, которые ты сейчас нам развеешь, что попасть туда без каких-то знакомств, без протеже, а тем более выиграть невозможно. Насколько это близко к реальности, потому что такое количество девушек, которые хотят получить титул, хотят получить признание, что вот она не только считает себя красивой, но и весь мир ее считает красивой вообще. Получить эту корону, быть в СМИ, потому что так или иначе тебе все равно все напишут, и попасть надо туда сложно, да, самостоятельно, чтобы там не проплатить какую-то рекламу, а просто, чтобы тебе написали. Ну и плюс статус, который с тобой будет уже до конца жизни. Ты можешь всегда говорить и везде писать, что ты мисс Вселенная. Расскажи, как ты туда попала и как это все происходит, и какие мифы, стереотипы ты сама развеяла, участвуя в этом конкурсе. Ну так, начнем с самого первого мифа, то, что все продается. Я 100% поехала туда, то, что я не собиралась вообще выиграть, я просто хотела это. У меня был такой тяжелый опыт в Казахстане, я участвовала в Мисс Алматы, я выиграла Мисс Алматы, но потом, когда я уже шла на Мисс Казахстан, что-то там непонятное произошло, я не стала разбираться, и так расстроилась, и сказала: я больше не хочу в этих ваших конкурсах участвовать, больше не буду. Да, и в итоге я в прошлом году решила, типа, попробовать себя, просто поехать и поучаствовать, как бы. Какой же кастинг сначала проходишь перед, да? Видео, да, там был видеокастинг, нужно было рассказать про свою страну, и я выбрала произведение Абая Кунанбаева, у нас в Казахстане это очень знаменитый поэт, да, типа, я нашла его произведение в переводе на английский, как бы я сделала красивое видео, которое мне просто нравится, и на самом деле было столько ностальгии, столько любви, вот, и я им отправила про мою страну, Казахстан, и вот они на самом деле
им очень понравилось, типа, мое видео, как они сказали, и сказали то, что вот они приглашают на конкурс. Вот, и в итоге, я когда туда приехала, на самом деле я приехала просто в Майами. Мне хотелось в Майами просто поехать. Вот, и я приехала, и у меня не было никаких ожиданий. Я видела все просто, какие девочки были, типа, как все переживали, как все нервничали, как все... А я так, типа, ой, да, уже, типа, и что там? Типа, и да, у меня уже нормальная карьера, типа, вообще, типа, зачем я сюда приехала? Я ходила, я просто обо всем улыбалась и смеялась, и... Единственный лайфхак, который я все время делала, если в какой-то момент я начинала потихонечку переживать, я расширяла площадь, которую я занимаю. И точно так же, как наши мысли могут влиять на наше тело, точно так же наше тело может влиять на наши мысли. То есть, когда мы начинаем переживать, что мы обычно делаем, мы скукоживаемся, мы начинаем... Я сейчас сижу такая... Да. И когда мы обычно уверены в себе, мы обычно так занимаем большое количество, или когда мы злимся, да, мы занимаем большое количество пространства. И не боимся занимать. Точно так же такой обратный лайфхак, да, типа в обратную сторону тело точно так же влияет на наши мысли. Если вы переживаете, вот прям старайтесь занимать прям неудобное количество, много места. И я вот все время, единственное, да, я старалась занимать много места. Это было очень так смешно. У меня даже некоторые девушки проходили и спрашивали: Кристин, ты что-то, кстати, прикиньте, я там стою в вечернем платье, такая, типа... И вот так. Растолкала Всех растолкала и стою. Вот. И на сцене я старалась очень замедляться. Как бы ни казалось, на самом деле, всегда на сцене кажется то, что, блин, я, наверное, уже так долго, блин, что я тут делаю вообще? Что-то, наверное, все, пора уходить, да, что-то я закрутилась тут. И я все время, типа, понимала, что, типа, это просто, да, это просто голос, и нужно еще медленнее, потому что потом, когда смотришь на видео, это все так быстро, и видно, что все так мельтешат, и все говорят так быстро, и про себя рассказывают. И то есть я везде как бы все время старалась напоминать себе, что нужно быть спокойнее, медленнее и занимать больше места. Получается, ты отправила на этот конкурс self-tape, они уже из этих self-tape выбирают девчонок, которые приедут в Майами непосредственно на конкурс. Да, 77 человек выбрали. Сколько там этапов? Или все, потом дальше жюри из этих 77 человек выбирают лучше? Или все-таки есть какая-то этапность? Да, у них там специально, чтобы никто не пытался никого подкупать. У них там не 7 человек, у них там... они сказали то, что... Мы вообще жюри не видели. Жюри, получается, были по видео, они все это смотрели, и даже не знали, кто в жюри, типа, и сказали то, что более... Чтобы, если что, там вечерочком никто не подошел. Да, и не пытался, да. Мы никогда не видели жюри, не знали, но мы знали, что их очень много, и что даже, типа, нет смысла пытаться делать расследование. Вот. Было много этапов, на самом деле. Было 4 этапа. Первый день это было интервью. Было интервью и была фотосессия. На второй день было... очень много было съемок. То есть на второй день тоже была фотосессия. И... Третий день у нас был день такой более поспокойнее, нам дали время, и мы уже поехали кататься на яхте. Очень, конечно, это все было красиво и классно, и так подходить и чувствовать себя в таком... Принцессе, да. Так шикарно, по красной дорожке заходить на яхту, это, конечно, было очень красиво. Но потом на финальный день там было сразу... 3 этапа, да, типа мы показывали наши казахские национальные... Мы не показывали только казахский национальный костюм, мы показывали наши все национальные костюмы. Я была в красивом казахском национальном костюме. Потом также было бикини и вечерние платья. Вот. И потом были самые тяжелые 2 часа. Это ожидание. Да, это ждать награждения, типа. Просто я так много говорю, типа. Ничего. Я заметила. Ребят, я очень много говорю, типа, не судите строго. Сейчас каждый, знаешь, такой подумал, а я сколько раз говорю. Ну, в смысле, каждый о себе. Смотри, есть ли там какие-то фавориты? Слышала ли ты, например, о себе, что ты в фаворите или кто-то другой между собой? Или настолько все закрыто, что вы даже не знаете, кого предположительно могут выбрать? На самом деле, да, мы не знали, кого даже предположительно могут выбрать. И плюс от того, что 77 человек, например, на интервью мы приходили по 10 человек.
То есть по 10 человек, и да, например, ты можешь так подумать, типа, ой, ну в моей группе, ладно, я, наверное, чувствую себя уверенно или не Ну, ты уверенно. не знаешь, что там в других группах, Ну, ты да. не знаешь, да, я не видела там. Потом на съемки мы тоже теперь приходили, но уже там с другой группой, да. И как бы очень до последнего дня я не видела всех, как бы у меня не было возможности там, типа, всех увидеть просто. И даже ну, как бы на вот этот красивый день, когда вот мы на яхте, у нас он проходил как бы... Ну, потому что понятно, что на яхту даже нельзя много как бы, людей, то есть точно так же у каждой группы был свой небольшой как бы адрес на причал пойти, так что мы даже, у нас не получилось там типа так, что мы там все 77 человек сдружились, потому что они старались то, что так вот как бы со своей группой держишься и все. Насколько ты была удивлена и шокирована тем, что тебя выбрали все-таки? На самом деле они очень неправильно сделали. Они сделали, да. Слышите, они именно посмотрят это видео. Не-не-не, они не про то, что меня выбрали. Они сделали так, что интриги не было. Они начали как бы... ну, то есть уже осталось нас, типа, все меньше и меньше. И вот, типа, сказали, 3-я вице-мисс, да, 2-я вице-мисс. И вот теперь понятно, что мы уже стоим, типа, вот... И не было прям такой огромной интриги. Мы стоим просто с 1-й вице-мисс, с Мисс Germany. Мы стоим, держим руки. Ну, теперь уже понятно, что я как минимум буду 1-я вице-мисс, да. И тут не было такого, что... типа, прям вот этой интриги, типа, что я сейчас услышу свое имя, я прям была удивлена. Теперь, когда они называют ее 1-й вице-мисс, я такая, ого. Но у меня было время, пока ее награждали, то есть постоять, подумать, типа... То есть я чуть-чуть, конечно, так расстроилась, что, типа, они забрали мне этот момент, чтобы, типа, я прям, типа, что? Я? Потому что я, как бы, я вот потихонечку смогла уже, типа, логично дойти, что, типа, ну, если я здесь стою, значит, это я. Да. Как бы, и, да, конечно, это тоже крутые эмоции, но я в целом такая говорила, типа, почему они таким образом сделали награждение? Я хотела... Вот они каждую наградили просто по своим категориям. Как это происходит? 3-я вице-мисс, 2-я вице-мисс, Да, 1-я вице-мисс, и потом уже вот я. То есть было еще 3, но зачем они выдвинули нас 4 вперед, и от этого мы уже как бы знали, потому что я именно могла держаться. Ведь они же могли точно так же наградить нас всех из толпы. Тогда бы просто была бы 3-я вице-мисс, 2-я вице-мисс, 1-я Ну да, и вице-мисс, все девчонки потом уже понимали, уже стояли, грустили, знаешь, этот момент. Да, то есть все грустили, а так бы мы все стояли, и я бы потом с толпы такая вышла красивая. Ну ладно, я не буду их учить, как это еще делать. Можешь ли рассказать, если это возможно, что потом, помимо короны, ты получаешь? Это же все равно денежный приз и, может быть, какие-то еще привилегии. Денежный приз, причем они нас еще покатали на private джете. Потом точно так же, потом было очень много работы, очень много было как бы, как уже я должна была просто их теперь... Ты уже лицо, да? Я уже лицо, и это было достаточно большое количество благотворительных мероприятий, на которых я должна была присутствовать, типа, или там они мне присылают... Отрабатываешь свой приз. Да, они мне присылают, типа, говорят, ты должна присутствовать на этом мероприятии, должна присутствовать на этом мероприятии, там, еще, типа, с короной, я там, типа, такая с этой короной, типа, ездила, и очень много там пресс-релиз, типа, напиши нам вот это, напиши нам то, типа, интервью, и даже вот сейчас подходит момент, когда я полечу в Майами, типа, отдавать свою корону, типа, и вот они точно так же дали мне задание сейчас записать речь для них, потому что, как бы, я не могу сейчас полететь раньше в Майами, поэтому я здесь запишу речь и отправлю им, да, и как бы вот такие обязанности. На самом деле это было очень классно и очень интересный такой путь, вот этот весь год, как бы рассказывать о том, как это будет, помогать детям на благотворительность, то есть на благотворительность, типа, с животными, типа, мы тоже так же сделали очень красивый проект. Это в целом на твою репутацию очень сильно влияет в положительную сторону. Ну да, вот даже красивый проект мы очень сделали. Judith A. Bassett. Это консерватор. Они, типа, они стараются сохранить лисичек, которые были спасены с ферм. Когда ферма закрывается, обычно говорят, типа, ну или хотите, забирайте, или мы всех убьем сейчас. Вот, и эти люди просто делают такую работу, они едут, и они сами за свой счет забирают этих лисичек, привозят в Сан-Диего. Поскольку к тебе много внимания, они приглашают еще, например, там, мисс Вселенную, чтобы она тоже с ними съездила, чтобы было внимание к проблеме. Да, и вот, ну, на самом деле, это было как бы это была очень красивая съемка, и мне очень понравилось, ну, типа, мне кажется, это время, которое я вложила, на самом деле было очень классно, потому что я поехала, и на самом деле и волк был такой классный, Лукас, и эти лисички.
Виктор, у меня есть такая красивая фотография. Потом как бы они даже приехали в город, когда вот у них тоже билборд был. И как бы на самом деле таких моментов было очень много. И вот таких благотворительных проектов, которые на самом деле раскрывают мое же сердце тоже. Потому что, чтобы раскрыть сердце, нужно все равно заниматься благотворительностью. Даже как бы там ни говорилось, сначала помоги себе, потом другому. Нет, чтобы раскрыть сердце, нужно потихоньку начинать хоть каким-то образом заниматься благотворительностью и смотреть на это, и вообще понимать. И такие моменты тогда дают осознание того, что типа, ого, может, все-таки стоит остановиться и поблагодарить вообще Вселенную за то, как я живу и какие есть возможности, да. Но мне кажется, что на этой ноте мы можем завершить наш разговор. Спасибо большое, Кристина, что ты поделилась своей историей. Спасибо тебе большое, что пригласила меня сюда, и на самом деле своей красотой ты просто заражаешь людей тут, и знаешь, типа и делишься своим опытом с нами, то есть через то, что ты умеешь раскрывать людей, ты раскрываешь людей и показываешь их людям, и это так прекрасно, ты просто даришь красоту. Спасибо большое. Я оставлю все контакты Кристины, если вы еще на нее не подписаны. Таких людей, мне кажется, здесь будет немного. Все равно оставлю все контакты Кристины, подписывайтесь, и, конечно, поддержите меня, подписывайтесь на мой канал, на мои соцсети, телеграм-канал, и у меня есть ссылки на Patreon и на Boosty. Эти ссылки очень помогут мне создавать новые видео. Если вы находитесь не в России, то поддержите меня через сервис Patreon. Если вы находитесь в России, то через сервис Boosty. И все ссылки будут под этим видео. Все, и спасибо. Пока-пока. Пока-пока.